Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Владимир Бабулев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Штаты введут пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран, сообщает Bloomberg. Владимир, вот такой вот вопрос. А Штаты серьезно решили взяться за Российскую Федерацию и страны до сих пор покупающие, к которым можно отнести и сами Соединенные Штаты? Или все-таки это больше из разряда пугалок? Ну, во-первых, давайте посмотрим, кто именно это сказал. Заявил об этом сенатор Линдси Грэм, который всегда считался таким ястребом, и практически все его заявления, они были достаточно эпатажными и шокирующими. Соответственно, он сказал, что он подготовил совместно со своими коллегами-сенаторами в количестве 72 человек этот законопроект. И он хочет предложить его Трампу в качестве оружия для того, чтобы все-таки принудить Россию к заключению соглашения какого-то с Украиной, прекращению огня и так далее. Ну, что по этому поводу думает Трамп, пока неизвестно, но я думаю, что господин Грэм использует вот тот самый принцип, который использует Трамп, то есть сначала всех запугать, запросить в качестве переговорной позиции чего-то такого нереального, на что вообще трудно согласиться, а потом потихонечку откатить назад, получить какой-то результат и сказать, ну, собственно говоря, вот этого мы и хотели, этого мы и добились, очень хорошо. Поэтому вводить, конечно, такие драконовские пошлины, ну, вряд ли, мне кажется, реально кто-то их введет. Потому что, во-первых, такие пошлины США должны будут ввести против себя самих, потому что, насколько я помню, уран-то российский они все еще покупают. Плюс ко всему, на минуточку, сейчас у них происходят переговоры с Китаем по поводу вот торгового соглашения после вот этих взаимных обменов пошлинными ударами, кто больше. А мы вам сейчас 100, а мы вам 125, а мы сейчас еще там 125 и еще 5. Давайте лучше все-таки договоримся. Вот вроде как сели договариваться, и тут раз, давайте мы 500% на ваши товары, потому что вы покупаете российскую нефть. Ну, так себе переговорная позиция. Я думаю, что мудрых и осторожных китайцев это несколько напрягает и переговорам не способствует. Следующий момент. Сейчас разгорается конфликт между Индией и Пакистаном. Причем США в данном случае играют, ну, вроде как на стороне Индии, поддерживая эту страну вот в их сложных взаимоотношениях с соседним мусульманским Пакистаном. Индия, напомню, является крупнейшим покупателем российской нефти. Более того, Индия тоже хочет заключить с США торговое соглашение, чтобы снизить эти драконовские пошлины, которые Трамп собирается ввести. И, соответственно, опять же, в данном случае получить вот такой подарок в виде угроз 500% на индийские товары, ну, наверное, это тоже так себе переговорная позиция. Причем, если товарооборот у США с Индией может быть не такой значительный, то с Китаем он реально очень велик. И, соответственно, вот так угрожать к своему крупнейшему торговому партнеру, с которым ты пытаешься договориться, ну, я надеюсь, что те, против кого собираются ввести эти 500% пошлины, с кем сейчас США ведут переговоры по торговому соглашению, ну, наверное, я надеюсь, воспринимают это не всерьез, а как следование вот этой переговорной тактики Трампа. Сначала всех запугать, а потом уже садиться за стол и договариваться о каких-то реальных вещах. В глобальном смысле, на фоне других вот договорничков, Соединенные Штаты в принципе применяли ли кому-то эти вторичные санкции, например, к тому же Ирану, которому они об этом грозили уже неоднократно? Ну, кстати, что касается вторичных санкций в отношении Ирана, Трамп буквально вчера в своей соцсети True Social заявил
о том, что он запрещает категорически любым странам покупать иранскую нефть, и, соответственно, те страны, которые будут застуканы за приобретением иранской нефти, получат эти самые вторичные санкции и, соответственно, ограничения в виде невозможности взаимодействовать с США. Прекрасно, только у нас крупнейшим покупателем иранской нефти является, опять же, Китай, с которым США сейчас ведут переговоры. По итогам прошлого года практически вся иранская нефть, которая шла на экспорт, она вся шла в Китай. Правдами, неправдами, теневой флот, через подставные фирмы в Дубае и так далее, но тем не менее она вся уходила туда. И, соответственно, вот так, опять же, угрожать Китаю, ну, наверное, таким образом Трамп и его однопартийцы, напомню, что сенатор Линдси Грэм является республиканцем, ну, видимо, они таким образом пытаются поддержать своего лидера и как-то укрепить его переговорные позиции. Другое дело, что мир постепенно начинает привыкать к этой тактике ведения переговоров со стороны Трампа и его партнеров. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Поэтому, если там, в первые месяцы после прихода Трампа все его заявления воспринимались всерьез, то сейчас некоторые сомнения в том, что он говорит, является истиной, уже возникают. Поэтому вполне вероятно, это такая вот медийная поддержка переговорной позиции, потому что вряд ли это реально, потому что ну, просто с правовой точки зрения это все будет достаточно сложно оформить. И, кстати, должен сказать, что то, что вчера заявил Трамп в своей соцсети, пока ни в какие практические юридические решения не вылилось. Да, и вот раньше нас всех пугали санкциями Соединенных Штатов. Все страшно, все боялись, все отлично. Потом приелось, ну, на 30 тысячах уже как-то санкций скучно. Начали пугать вторичными санкциями. И многие китайские компании, индийские компании на это так или иначе реагируют и выстраивают некие схемы с фирмами-прокладками для того, чтобы все-таки покупать российские энергоресурсы, но там через кого-то как-то и аккуратно. А стоит ли бояться этих вторичных санкций или это очередное пугало? Вторичные санкции скорее опасны тем, что, во-первых, поскольку США играет ну, существенную роль на мировом рынке, то, соответственно, те действия, которые предпринимает США, за ними так или иначе внимательно следят другие страны, поэтому если, скажем, США ополчились на какую-то страну или какую-то компанию, то взаимодействовать с ними себе дороже, потому что все-таки так или иначе США могут оказать влияние на логистику, на финансирование, на страхование, на решения в каких-то там международных организациях, ну, несмотря на некоторое недоверие, которое сейчас Европа испытывает по отношению к США, так или иначе у двух этих крупных там, многовековых партнеров курс пока все-таки более-менее общий. Поэтому те решения, которые принимаются в США, косвенно на те решения, которые принимаются в ЕС, тоже влияют. Соответственно, введенные санкции или даже обозначение намерения их ввести, так или иначе могут осложнить жизнь странам, которые попали под этот американский удар. В принципе, что нам ожидать дальше от вот этой вот игры тарифов? Потому что смех смехом, но товарищ Трамп все-таки уронил цены на нефть. Что угрожал сделать Байден, сделал Трамп, но совершенно другим методом. А не добьется ли он своего точно так же? Вопрос действительно сложный, потому что, во всяком случае, вы абсолютно правы в том, что касается цен на нефть. Тут игра Трампа определенные результаты принесла.
Соответственно, что будет дальше, сказать трудно, потому что Трамп крайне хаотичен в своих каких-то решениях и намерениях, и поэтому предположить, что он предпримет в ближайшее время, а тем более в более отдаленном будущем, достаточно трудно. Ну и, наверное, стоит ориентироваться на внутреннюю ситуацию в США, где рейтинги Трампа, в общем, достаточно низки. Насколько я помню, его рейтинг по состоянию на сейчас один из самых низких среди всех президентов, ну, по которым вообще мерили рейтинги. Более того, сейчас он даже ниже, чем во время его первого президентства. То есть недовольство Трампом растет, а с учетом того, что все-таки США с точки зрения внутренней структуры государства с управленческой точки зрения не такое тоталитарное, где можно всех построить и запретить критиковать президента. То есть как бы есть внутренние силы, которые, в принципе, могут ополчиться на Трампа и вставлять ему палки в колеса и организовывать какое-то сопротивление тем идеям, которые он пытается продвигать. Потому что, во всяком случае, что касается тарифов, то недовольство тарифной политикой Трампа выражают как представители государства, так и компаний, которые от этого, в общем, пострадали. Поэтому как долго продлится вот это вот тарифная вакханалия, там, успокоится ли когда-то это в каком-то там формате, пока предположить трудно. Но, во всяком случае, исходя из того, что Трамп пока, заявив о вот этих конских совершенно тарифах для всех государств мира, сейчас начинает вести с ними переговоры, ну, вероятно, до чего-то они договорятся, и вполне возможно ситуация примерно вернется к той, какая она и была. Если вот смотреть на текущие позиции, да, рейтинг рейтингом, это всегда непопулярное решение, он там уже себя похвалил о том, что он за первые 100 дней не допустил ни одной ошибки, ну да бог с ним. Другой вопрос. Трамп преднамеренно роняет доллар как валюту. То есть по сравнению к ведущим другим валютам доллар падает, например, к рублю на 30% в течение 2025 года, что немаловажно. Но и к другим валютам доллар припал. Соответственно, он пытается решить основную проблему Соединенных Штатов, когда выгоднее все купить за рубежом, когда твоя валюта дорогая. Ну, как было в Российской Федерации, там в году так, в 2005, когда было выгодней все покупать за рубежом, потому что по соотношению к доллару рубль чувствовал себя очень и очень хорошо. А вот когда это начнет уже действовать на Соединенные Штаты Америки, потому что все его действия носят такой пролонгированный характер. Фабрики не появятся за неделю, и инвесторы за месяц не переведут триллионы. А Российская Федерация уже на укрепление рубля в бюджет недополучит 2 триллиона рублей. Ну, то есть действия видны. А на самих США когда это скажется? Кстати, обратите внимание, что Трамп еще и пытается реализовать стратегию не покупать за рубежом, а сделать так, чтобы то, что можно купить за рубежом, производилось в США. Его действия направлены в том числе на то, чтобы компании и фирмы, которые производят что-то за рубежом, переезжали в США. Действия Трампа направлены на то, чтобы компании, которые что-то производят за рубежом, то, что ценно для США, собственно, переезжали в США. Поэтому видно, что те решения, которые он принимает, фактически являются своего рода таким магнитом и перетягивают на территорию США, скажем, какие-то крупные производства, в том числе и высокотехнологичные, в том числе и наукоемкие. Стимулы для этого есть. То есть, соответственно, и цены на энергию в США, ну, в общем, ниже, чем в Европе, и плюс ко всему принят целый ряд законодательных актов, стимулирующих поддержку предприятиям, которые будут открываться в США, и в том числе вот это вот
климатическая повестка, которая так насаждалась Байденом и отменяется сейчас Трампом, то есть она тоже, в принципе, оптимизирует затраты компаний на производство, потому что все эти многочисленные налоги, там штрафы и все это зеленое финансовое бремя, Трамп от него избавляется, что, собственно говоря, и привлекает компании переезжать в США. Да, процесс не быстрый. Да, это займет достаточно длительное время, но начало положено. Соответственно, просто дальше вопрос, как это быстро будет происходить и, собственно, как много всего к себе сможет затащить Трамп, пользуясь вот этой вот экономической политикой. Большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем, крайне интересное издание. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.